Для нас не секрет о том, что динамика китайской экономики будет замедляться. Они об этом говорят с середины 2000-х годов. И на всех своих партийных форумах, да, вы знаете, что у них съезды, пятилетние планы, вот как у нас было при Советском Союзе, они, ну, серьезно идет аналитическая работа, там доклады, планы. На самом деле все соответствует тому, что говорили китайские руководители. Но самый важный вопрос – это, конечно, характер и тенденции, перспективы развития двухсторонних российско-китайских экономических отношений. Они сейчас в достаточно сложной ситуации. Девальвация рубля – это сокращение импорта. И, кстати говоря, 2014-2015 год, вот наши многие компании, средний бизнес, который работал по импорту, они сейчас распродают склады, закрываются, потому что импорт китайский становится очень дорогой. Это по целому ряду товаров. А падение цен на нефть, естественно, ударило по объему валютной выручки от экспорта. Хотя вот у нас пишут, что в конце года были наращены абсолютные показатели экспорта нефти. Но в результате товарооборот у нас упал там на 30%. И как дальше ситуация будет складываться, пока не очень понятно. Тем более, что и китайская внешняя торговля в целом она сократилась. В прошлом году где-то примерно, по-моему, на 14-15%. Весь внешнеторговый оборот Китая, причем в основном за счет импорта. Вот. И наши специалисты, эксперты говорят о том, что надо новое качество развития двухсторонних отношений экономических, надо их переводить, значит, в инвестиционную плоскость. Это китайские инвестиции здесь, наши инвестиции в Китае. Но что касается наших инвестиций в Китай, там цифра, я вам могу сказать, за 2014 год это все 40 миллионов долларов. Причины есть, они такие причины, в общем, сложные достаточно. Там, это надо вспоминать вообще историю реформы, значит, привлечения иностранных инвестиций с конца 70-х годов, вот, как и кто туда заходил, на каких условиях, кто работает. Вот. Второй важный момент – это, конечно, китайские инвестиции здесь. Их тоже не так много на самом деле, при том, что китайцы провозгласили политику тоже вот это «зоучхуцю», идти вовне, да, вывоз капитала. Вот. И вывозят они каждый год где-то порядка 140 миллиардов долларов прямых инвестиций. К нам попало в прошлом году где-то 750, это мало. Причины они называют, об этом постоянно, значит, говорится, и китайцы говорят, нет защиты, нет инвестиционного климата, надо участвовать, во-первых, в некоторых конвенциях международных, где мы участвуем частично только, и необходим механизм страхования этих инвестиций от разного уровня. И перестрахование, тут это тоже отдельная тема, очень сложная. Нет доверия. Китайцы сюда не хотят ехать вообще-то. У них зарплата выше, миграционное законодательство наше такое, что все должны иностранцы учить русский язык, сдавать экзамены. Причем, значит, по требованиям там, в регионах Дальнего Востока за год наши работодатели должны подавать списки в Федеральную миграционную службу с указанием точно фамилии людей, которые приедут работать. Вот. Китайцы отказываются сюда ехать работать, не хотят. И эту проблему надо как-то решать там, более гибко, наверное. Транспортная инфраструктура тоже отдельная тема. Вот, у всех на слуху вот этот железнодорожный переход, да, у нас 70% грузов идет через железные дороги, они не справляются. Подписано вот на высшем уровне в 2014 году договор о строительстве, значит, Нижнеленинской Тунзин. Китайцы построили свою часть, мы нет. И вот целый комплекс таких вопросов, которые, конечно, затрудняют, значит, развитие инвестиционных связей. Правда, вот новый проект, экономический пояс шелкового пути, значит, концептуально он в Китае оформлен как программа реально экономическая, да, под которой будет финансирование, которой будут какие-то обязательные сроки. Видимо, наметки будут только в следующем году. У нас поставлена задача президентом, это сопряжение проекта ЕАЭС с экономическим поясом шелкового пути. Надо сопрягать. Вот как это реально будет сопрягаться, я думаю, будет понятно в середине следующего года, когда будут понятны планы китайцев и будут с нашей стороны вот поручено ряду министерств этим заниматься, уже конкретные предложения по сопряжению этих двух проектов.